Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре у нас будет болгарка УШМ, угловая шлифовальная машина от фирмы Альсом. Отличная машинка, отличная, друзья, сборка. Есть, конечно, чувствуется здесь немножечко облой. Рукоятка эта вся как бы состоит из резины, я бы сказал. Да, вот ногтями даже проминается. Вот здесь пластик, а это все резинки. То есть очень даже хорошо. И в руке такой хват просто классный. Вот единственный минус, мне не нравится здесь кнопка. То есть так я болгаркой никогда не работаю. Я работаю, у меня здесь кнопка, и вот так вот я работаю, включаю правой рукой. Поэтому мы с вами перевернем здесь редуктор, ну и посмотрим, что к чему. Итак, в комплекте у нас есть рукоятка, понятно всем. Защитный кожух, который, сразу я скажу, можно выбросить в мусорку. Это мое субъективное мнение, это для меня. Сейчас я покажу, почему так. Вот такой вот, друзья, здоровенный ключ, здоровенный, толстенный, 2,5-3 мм. И смотрите, почти на всю болгарку. Очень качественный ключ. Классный. Даже ни в одном брендовом инструменте таких ключей я не видел. Видел такие вот обрубочки, ну, в принципе, которых тоже хватает. Ключ тут особо не главное. Никогда ключом не пользуюсь, всегда все зажимаю и откручиваю руками. В комплект продавец положил 3 таких вот отрезных диска. Смотрите характеристики. И приступаем к обзору нашей болгарки. Давайте расскажу про кожух. Гаечка у нас, конечно же, тут насечек никаких нет. Как я всегда говорю, есть канавка, но китайцы, видимо, не знают, для чего нужна данная канавка. И для чего они ее делают. Смысла в этом тоже я не вижу, так как в этой канавке нет одной штуки. Так, не скажу какой. Мои видео, если полистаете, то, может быть, узнаете. Так, и кожух. Кожух полнейший отстой, полный отстой. Почему? Потому что здесь нет быстро зажимного механизма. Если нам нужно провернуть во время работы быстро куда-то кожух, допустим, вот так поставить, то нам надо искать по шуфляткам, там, не знаю, по стенкам, по стеллажам отверточку, открутить, закрутить, повернуть и т.д. и т.п. В этом положении кожух мы установить вообще, друзья, не можем. Вот когда я люблю работать, как я вам рассказал, здесь кнопочка, здесь кожух, его сюда не установишь. Мешает вот эта вот хренотень. Поэтому этот кожух сразу в мусор. Его из кадра вообще удалим. Так, ну и поехали по болгарке. Так, по болгарке. Болгарка, вижу, хорошая должна быть, потому как она увесистая. Поэтому давайте, друзья, мы с вами все это дело взвесим. Хотел я взвесить с кожухом, да, блин, видите, я его отправил в мусор. Ну давайте, для тех, кому интересно, взвешиваем с кожухом, с отрезным кругом. Без аккумулятора пока. Хлоп. Что мы видим? Мы видим кило 561. Есть люди, которые постоянно работают с рукояткой, поэтому добавляем, друзья, рукоятку. Кило 613. Ну и, конечно же, как нам работать без аккумулятора? Поскольку мне пришла одна туша, нашел я аккумулятор от Альсом на 3 ампер-часа. Вот давайте мы с этим, друзья, аккумулятором и проверим вес. Так, у нас земли не касается. Ух ты, все падает. Все падает у нас. Так, 2 килограмма 181 грамм. Что, в принципе, я считаю довольно-таки нормально. Давайте теперь читать, что у нас написано здесь. Я как прочитал, я упал в осадок, друзья. Смотрите, что у нас написано по оборотам в минуту. От 5000 до 85 тысяч. Это просто трындец. Китайцы опечатались. Видимо, заметили, что опечатались, но заказали большую партию наклеек и пустили все это дело в ход. 85 тысяч здесь никогда не будет, так как наш, друзья, круг ни один не выдержит таких оборотов. Максимально 12 200 оборотов. Ну, я видел по 15 тысяч, но не больше. Поэтому про 85 тысяч речи не может быть. И мы сейчас чем с вами, друзья, займемся. Мы с вами сейчас померяем, сколько наша болгарочка дает оборотов. Вот хотел бы я, конечно, установить кожух для измерения, но я не знаю, как это. Вот так мы его установим. Давайте на времяночку. Наоборот. Короче, кожух, конечно, ой-ой-ой, очень хреновая штуковина. Диски всегда ставлю вот этой стороной. Тем, кто хочет узнать,
для чего здесь канавка и почему я так ставлю диски, ищите мое видео по установке дисков на болгарку. А там уже соглашайтесь, не соглашайтесь, мне по барабану. Вот, ключик беру. Сугубо, друзья, для видео показать, как это все дело зажимается. Кнопочка у нас утопилась. Немножко прижал, кнопку отпустил. А так я всю жизнь диски откручиваю только, друзья, руками. И после работы ничего у меня не зажимается. Вот. Ничего у меня не ломается и не лопает. Так, есть вот на диске какие-то такие, видите, блестки, отражения вот этой вот сетки армирующей. Ну, не знаю, давайте посмотрим, а вдруг получится. Так, сразу запускаем без измерения. Смотрим, что да как по оборотам. Довольно неплохо. Так, первая скорость, я так понимаю. Вторая. Третья. Первая. Вторая. Третья. То есть уже огромный плюс. Мы здесь имеем 3 скорости. Так, сейчас посмотрим, что касаемо памяти. То есть у нас болгарочка выключится сейчас. Все у нас потухло, друзья. И мы помним, что у нас она стояла на 3 скорости, так как не во всех болгарках есть память. Допустим, у Хеймердингера, по-моему, или у Вассай, но я уже точно не помню, памяти нет. То есть я хочу все время работать на 2 скорости, так как там только 2 скорости. И у меня она включается только на 1. Ну что, смотрим. 3 была, с 3 и запустилась. Давайте-ка мы с 1 попробуем. Сразу запустим. Давайте вообще аккумулятор снимем и посмотрим, с какой скоростью она запустится. Так, поехали. Запуск, видите, на максимальной скорости. Как бы тоже минус, но это минус хороший, так как лучше на максах запустить, чем на мелких. Ну, это мое субъективное мнение. Так, все, друзья, давайте мы сейчас наклеим наш индикатор и будем использовать наш приборчик. Попробуем измерить скорость. Не скорость, а частоту оборотов. Наклеим вот сюда. И начнем с 1 скорости. Включаю 1 скорость. Включаем тахометр. Опа! Наша меточка слетела. Будем что-то химичить. Друзья, для измерения оборотов мне пришлось взять круг от Bosch. Почему? Объясняю и показываю. То есть суть вся в том, что нам надо материал, не отражающий свет. Ни в коем разе. То есть черный мат. В этих кругах, что прислал нам продавец, видите, как все блестит. То есть идет отражение. Вот. И измеряем, приклеиваем сюда нашу метку, измеряем обороты. Если мы будем измерять обороты на гайке, то у нас будет лишь бы что. Так как там есть у нас, видите, подкладка отражающая. Вот она блестит. И у нас будет мерять эти обороты. Сейчас покажу, как это сделать. А когда мы направим на черный фон, у нас должен быть нолик. Итак, поехали. Увидели разницу, да? То есть все это у нас что отражает. Видите, сколько у нас там оборотов показало. Очень-очень много, друзья. Поэтому измеряйте только обороты только правильно. Меняю круг на тот, что мне прислал продавец. И показываю вам, почему на данном круге нельзя измерить правильно обороты. Так же, как нельзя измерить правильно обороты на самой, друзья, гайке. Поехали. Надеюсь, понятно. Вот. Ну и давайте ставим кружок наш. Клеим нашу отражаечку и будем смотреть правильные обороты. Ох ты!
Боюсь, чтобы не слетела моя отражайка от оборотов. Так, все, давайте на первой скорости. Третья. Первая скорость. Пять 5500. Вторая скорость. Шесть 6500. Третья скорость. Итак, третья скорость 7500. Итого у нас 3 скорости плюс 1000 оборотов. То есть первая скорость 5500, вторая 6500 и грубо 7500. Вот, это уже мне больше нравится, чем даже Васай и Хаймердингер. Так как у Васай 5, по-моему, 500, у Хаймера около 6 с копейками, а здесь у нас уже 7500. То есть это уже хорошая заявка на победу. Еще нам надо проверить в этой болгарке одну немаловажную вещь. То есть защиту от дурака, либо от случайного включения. То есть смотрите, допустим, включили мы болгарку. Что-то там поделали. У нас, допустим, сел аккумулятор. Давайте его снимаем. Ты смотри, сел аккумулятор. И у нас болгарочка осталась включена. Потом мы приходим, берем новый аккумулятор и вставляем. То есть, если есть защита, болгарка наша запуститься не должна. Видите? Вот это есть огромный минус для данной болгарки. Она запускается. А такого быть не должно. Еще раз показываю. Кнопка включена. Ставим аккумулятор. Вот это самый, что ни на есть, огромный минус для такой болгарки. Значит, сейчас наша задача разобрать данную болгарочку. Перевернуть редуктор под меня. То есть кнопочку сверху сделать. И пойти что-нибудь попилить. Итак, разбираем и показываю вам. Так, друзья, будем работать поэтапно. Разобрал редуктор, показал вам. Смазки больше, чем достаточно. Вот, но ее надо достать из этих вот стенок, ее поразбрасывала, и помазать больше на червяк и на саму шестеренку. Вот так это все выглядит, добротно, с подшипником, все как положено. Все просто чудесно. Собираю здесь, разбираю дальше. Ну вот так вот я достал смазку и все смазал шестерню. Итак, друзья, открутил я 4 винта редуктора и покажу, как перекрутить редуктор. То есть тут большого ума не надо. Отпускаем опять же 4 винта, и в моем случае мне надо сделать вот так. Все, зажимаем 4 винта, и у вас редуктор под кнопочку. Вот, работаем, выключаем, включаем пальцем и режем. Думаю, с этим понятно. Вот так выглядит у нас редуктор. Так, едем дальше. Так, друзья, разобрал я нашу болгарку. Вот такой вот движок. Есть у нас, видите, такой вот люфт. Где тут люфт, непонятно. Видите, люфтит сам подшипник. То есть посадка здесь не в натяг. Просто посадили. Тоже считаю небольшим таким минусом. Хотя все это дело центрируется подшипниками. И давайте смотреть нашу начиночку. Что мы там увидим? Мы увидим вот следующую картину. Довольно классный пластик. Тоже инструментальный пластик. Мощный, крепкий, хороший. Ну и вот такая вот, друзья, у нас картина. Кнопочка у нас включается следующим образом. Очень хитрая кнопка, вакуумная какая-то, по-моему. Да, очень интересная кнопка, в которой задействованы только, насколько я вижу, друзья, 2 контакта. Ну, контроллер у нас стандартный, как и в любом аккумуляторном инструменте. Довольно-таки толстые провода, по-моему, силиконовая изоляция. Ну, вот такой вот
статор нашего движка. Ну и ротор я вам, в принципе, уже показал. Небольшой движок, но, блин, мощный. Вот, все мягко, хорошо ходит. Никаких вопросов и претензий пока нет. Ну, кроме, конечно, вот этого вот этой болтанки. Конечно, они тут немножко прозевали посадку. Так называемые допуски посадки. Так, народ, собираем и идем что-нибудь резанем. Попробуем, как она входит в защиту. Быстро, не быстро. Я попробую поддавить металл. Вот, и посмотрим, как она режет. Вперед. Народ, по привычке будем резать вот такую вот железяку. То есть эта железяка участвовала в 2 обзорах. Участвует она будет и в 3. 4 сантиметра шириной и толщиной 1,5 сантиметра. Плюс-минус миллиметр. Скорее плюс миллиметр, 16 даже. Вот. Друзья, не забываем про технику безопасности. Установил я аккумулятор 6 ампер-часов, чтобы посмотреть всю, так сказать, красоту данной болгарки, если она тут у нас, конечно, присутствует. Вот, первым делом я сейчас сделаю зарезку, я уже, видите, проверил, зарезался. То есть проверим, как она у нас входит в защиту при сильном давлении. Поехали. И потом сразу же я буду резать от начала до конца вот эту железяку. Значит, в прошлых видео я делал, ускорял это видео. Люди начали писать, типа не надо ускорять, нам интересно посмотреть от начала и до конца, как она режет, и звук, и все такое. Вот, поэтому давайте поехали. 3-я скорость. Давлю. Очень сильно, друзья, давил. И смотрите, сколько я врезался. То есть с этой стороны миллиметров 6. Пока она стала. Ну, а теперь режем спокойно, только уже на новом месте. Погнали. Хоп, и готово. Так что засекайте время сами. Круга использовано немного, с учетом, что я до этого еще 2 раза пробовал на отсечку. Вот, друзья, болгарка суперская. 100% могу вам сказать, что по оборотам и по мощности она круче, чем Вайсай, допустим, и тот же Хаймердингер. Но она имеет один минус, это то, что она не имеет защиты от дурака, так сказать. То есть, если мы забыли включить кнопку, давайте я еще раз покажу. Повторюсь, мы режем, что-то делаем, у нас сел аккумулятор, и мы забыли, оставили кнопку включенную. Берем новый аккумулятор и получаем по рукам. Хорошо, что по рукам, можно получить по голове. Все, народ, на этом вы сами все видели. Скорость реза, вот частота реза, это старый мой рез, а вот это свежачок. Вот такой кусочек металла на 6-амперном аккумуляторе. Все, друзья, на этом всем пока. Ссылку я, как всегда, оставлю в описании под видео. Фирма Альсом. Заходите, смотрите в магазин. Можно купить как тушку, можно купить в комплекте с аккумулятором. Вот, на этом всем пока. Здоровья, удачи, до новых видео. Желаю, чтобы все.